Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро. Сегодня мы с вами разберем 18-й старший аркан в колоде Триумф Луны знаменитого художника Патрика Валенса. 18-м старшим арканом является Луна. Прежде чем мы начнем с вами разбор карты, я прошу вас подписаться на мой канал, жмите на колокольчик, ставьте лайк на колокольчик для того, чтобы знать о новых раскладах, новых видео, которые выходят на моем канале. Итак, 18-й старший аркан Луна в колоде Триумф Луны. Я напоминаю, что у меня 78 карт. Колода, состоящая из 78 карт. Что мы видим на карте и основная суть карты. Морской демон мирно дремлет, положив голову на берег. Он находится в сумеречном состоянии. Его сознанием овладела Луна, и его мысли теперь ее мысли. Она умеет их считывать, знает наизусть, она влияет на его сны и действует на него гипнотически. Основное толкование карты в прямом положении. Если карта выпала вам на ситуацию, то вам следует довериться своей интуиции и поступить так, как она велит. Именно таким образом вы примете верное решение. Ваше подсознание говорит с вами, сейчас вы как никогда близки с ним. Карта также может говорить о лжи и манипуляциях, которые витают вокруг вас. Кто-то вас обманывает, либо вы рады обманываться сами. Говорит также о мечтах, где в жизни вы для их воплощения не делаете ничего, а также о серьезных преградах, выпадающих у вас на пути. Основное толкование карты в перевернутом положении. Все секреты выходят на поверхность. Вас что-то останавливает, какое-то чувство внутреннего замешательства. Основное толкование карты на характеристику личности. Это непростой человек, пребывающий в своем иллюзорном мире. Мысли настолько иллюзорны, что человек действительно верит в то, о чем думает. Еще и склоняет в свою сторону какого-то другого человека, находящегося рядом с собой. Возникает угроза попасть под влияние и лишиться рационального видения мира. Не улучшается ситуация, если характеристика личности по Луне вышла в перевернутом положении. В таком случае человек прекрасно видит реальность и постарается обмануть гадающего всеми удобными для него способами. Делается это ради собственной корысти и выгоды. Также карта может говорить о том, что загаданный человек может хранить тайны о своем прошлом и не хочет, чтобы гадающий узнал об этих тайнах. Основное толкование карты на работу или профессию. Будет наблюдаться череда финансовых потерь. Есть возможность этого избежать, если вовремя присмотреться к начальству или партнеру по бизнесу. Именно эти люди попытаются играть с вами в нечестную игру. Возможны непредвиденные траты. На работе споры с начальством, вплоть до увольнения. Вы не видите очевидных вещей. Что касается профессии, то все виды нелегальных сделок, продажи, люди, работающие с вашим подсознанием, это те люди, которые прикидываются гадалками, возможно, да, но на самом деле таковыми знаниями не обладают. Основное толкование карты на отношения. Отношения нарцисса и жертвы. Он или она любит себя, а партнеру просто вытирает ноги, не думает о партнере. Причем тот считает, что не происходит ничего из ряда вон выходящего. Отношения, построенные на лжи и манипуляциях. Один программирует другого и заставляет жить по его правилам. Партнер хочет знать о своем партнере-жертве абсолютно все, но сам не спешит вводить его в курс дела своей жизни. Следит за каждым шагом, а сам при этом может изменять направо и налево. Если карта выпала вам на будущее, осторожно. Кто-то может завладеть вами или вашим сознанием в угоду своим прихотям. Обмануть и перехитрить этого человека очень сложно, поэтому лучше просто обойти его стороной. Вас попытаются ввязать в какие-то свои интриги, навязать свои мысли, с которыми вы совершенно не согласны. Карта также говорит о безрассудных вещах, которые могут происходить в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.